ЗОГС. Хайрлы күн, добрый день. Сегодня 28 июля 2025 год. Сейчас мы находимся на территории Монголии. Неужели добрались сюда? Проехали из Алматы почти 2700 километров. На границе Российской Федерации и Монголии простояли 7 часов. Это полностью вместе с очередью, вместе с прохождением таможни. И то, и другое. Короче говоря, 7 часов ушло на все про все. Сейчас уже заехали, поменяли деньги. Кстати говоря, на границе курс $1 США 3200. В интернете пишут 3500. Ну там получается такой неофициальный обменник. Люди ходят, меняют деньги. Также они меняют и рубли, и тенге, и сказали в целом любые другие валюты. В Монголии вот такие дороги. Есть неровности, но видно, что дороги относительно новые. Заплаток пока что особо не видать, но есть волнистые места. Природа вот такая. Холмы, горы, пасутся бараны, коровы, лошади. Про прохождение границы и в целом вообще про наши приключения в Российской Федерации будет отдельное видео на канале. Оставлю ссылки на них. Рекомендую к просмотру. Это было что-то с чем-то. О, смотрите, сколько здесь животных вдоль дороги пасется. И это, кажется, наше первое озеро в Монголии. Очень симпатично смотрится. Ну, еще столько животных пасется вокруг озера, просто коровы, там тоже вот бараны. Есть знаки дикие животные, но никаких ограничительных знаков нет. О, лебеди есть на озере. Даже там можно к озеру подъехать. Смотрю, автомобили подъехали, люди отдыхают у берега. И сразу же, кстати говоря, на въезде в Монголию нас встречают такие юрты. У юрт есть отопление с печкой. То есть это уже не первые юрты, мы до этого тоже видели их. Такие вот симпатичные горы. Сейчас направляемся в город Ульги. Это получается, я так понимаю, областной центр Баян-Ульгинского края или области. Очередная река, мы до этого тоже проезжали. Это Буратынгол. Видите, нету воды, к сожалению. О, сколько коз. Один остался. Давай, бегом. Давай, побежал. Ну это козы все, да, видишь? Странно, обычно с баранами же ходят они. А здесь баранов среди них нет. Со стороны Монголии, кстати, границу прошли намного проще. Там многие, кстати говоря, говорят на казахском языке. Было очень комфортно. И как бы люди улыбались. Прошли очень быстро, но была большая очередь. Большой минус. И оказывается, кстати говоря, граница в этой стороне работает только в будние дни. И с 9 утра до 6 вечера. И еще у них есть обед. Вот, так что постарайтесь не попасть на обед. А то просто будете сидеть и ждать в машине. В этом путешествии мы находимся с командой iCaravan. Основатель iCaravan Талгат. Вот, на борту здесь есть Starlink. Кстати говоря, в Монголии он работает. А вот в Российской Федерации на 2025 год он заблокирован. Точнее, Starlink заблокировали РФ, чтобы Starlink там не работал. А здесь теперь у нас есть связь. Место для парковки, это, видимо, у дороги, так скажем. Есть беседка, где посидеть. Цаганнур Джизжиль. Есть туалеты. Ой. Так. Новая дорога закончилась. Заехали на старую дорогу. Есть разметки, не такие отчетливые, но есть. И неровности стали более отчетливыми.
интернете пишут, что регион Баян-Ульги в Монголии это, так скажем, самый большой регион, где находится больше всего казахов по Монголии. А так, по переписи населения, которые есть в интернете, да, там пишут, что вообще в целом по Монголии находится более 120 тысяч казахов. Автомобили с номерами Казахстана здесь можно часто встретить. Пока проходили границу, встретили более, не знаю, 40 или 50 автомобилей с номерами из Казахстана. И, если честно, даже на секунду подумали, что будто уже в Казахстан вернулись. Вот опять Карагандинская область. Кстати говоря, чаще всего встречаются автомобили из Карагандинской области, потом Астана. На дороге встречаются прям нехорошие неровности. Местами прям дорога будто провалилась. Так что аккуратнее. Здесь вот какая-то большая территория огорожена. Подъезжаем к какому-то небольшому населенному пункту. Может быть, село какое-то. Проехали, знак есть камеры. Вот такой населенный пункт. Такой памятник. Это, видимо, ЗИЛ, кажется. Потом там на возвышении тоже есть какой-то памятник. Так, Ульги 69, Ногоннур 46. Вот он АЗС, кстати говоря, здесь есть. Кажется, на границе АЗС не видели. Что, прямо? Или как? На заправку. А, на заправку? Вот и налево заезд, походу. Мухаммед Хали Алип. Здесь вот что-то строят тоже. Что-то название села не было. Аххоль мотель. Заехали на первый АЗС в Монголии. Вот такие вот надписи. Так вот пишется, это на монгольском, я так понимаю. Мини-маркет, Амель. А так вот выглядит наша поездка. У нас две машины, вот такой вот идет микроавтобус. Это у нас Mercedes Sprinter. И еще с нами ребята вот тоже. Нурхожа едет, он на Тэнк. Вот, Sprinter у нас на дизеле. Сказали, дизель, кстати говоря, 1 литр 3200 стоит монгольских тугриков. И, кстати, дизель они закупают из России. Если так подумать, что если 3200, то мы, получается, купили же $1 3200 был. И получается, мы сейчас заправились $1 за 1 литр дизеля. Это очень дорого, 540 тенге по-нашему. Получается 540 дорого, очень дорого. Все, выехали. Что, 3200 литров, что ли? Remen вообще вайымдамаңдар дейді. Тоқтатса, орысша сөйлемеңдер, түркия деп тұрып алыңдар дейді. Қазақша сөйлеп жібереді. Есть вот такие арки и камеры висят. Вышло 50 литров дизеля, $50. Кстати говоря, посмотрел цены на бензин. 3000 монгольских тугриков стоит, получается, 1 литр. О, смотрите, второе озеро уже в Монголии. Вон там вот тоже лошади пасутся, люди отдыхают, беседка даже есть. А на дорогах тем временем становится больше неровностей. И заплатки появились. Цаганнур, Баян-Ульги. За каждым поворотом открываются очень такие вот, видите, прям мощные просторы и холмы, и горы. Сейчас вот включили какую-то монгольскую группу и, слушая их музыку, едем по Монголии. Хотим выучить несколько монгольских слов. Давай, Аша.
сәлеметсізбе? Монголша сайын байнау. Сайын байна у. Сайын байнау. Сайын байна у. Тағы 10 рет қайталаймыз. Рахмет дегенде байралла. Рахмет. Байралла. Жана Байралла деген рахмет бекен. Байгала? Байралла. Байгала. Только что песня была же. Спасибо. Одан соң келесі. Қалыңыз қалай? Как дела? Монголша таны, бие, хер, байна. Ханы, биер, Таны, бие, хер, байна. таны, биер, хер, байлан. Хер деген Хер? танысыңа да понимаешь. Танысыңа да Қиын болатын болды ғой. Монголша үйреніп. Кажется, будет немного сложно, но я думаю, можно постараться, и к концу нашего путешествия по Монголии мы точно будем знать эти слова. Обалдеть, ничего такого нет. Просто едем. Вдоль дороги тянутся столбы ЛЭП железобетонные. Асфальт закончился. Идем на подъем. Здесь просто каменная дорога. Бездорожье. Обалдеть. Неожиданно, конечно. Видимо, в будущем должен появиться асфальт. Непонятно когда только. Но какой-либо техники по дорожному ремонту ничего такого не замечено. Никого не видать. Несмотря на отсутствие асфальта, в целом дорога более-менее. Каких-либо ям, ничего такого нет. Едем 60 км в час. Встречаются мотоциклисты. О, опасно, на дороге есть большие крупные камни. Если ехать вот за такой пылью, можно не заметить. На дороге встречаются серьезные камни. О, номера из Астаны. Mitsubishi. Кажется, вдали видим асфальт снова. Видать, это мера на зимний период времени. В целом, короче говоря, встречал такие как бы дороги по Казахстану, где сложные участки не делают асфальт. Потому что зимой будет очень сильный гололед, а смотреть якобы некому. Вот, ограничение 80. Есть фото, видеофиксация. Ограничение 50. Неровности на дороге. Вдоль дороги есть вот такие каменные стены. Я так понимаю, такой более доступный вариант защиты дороги от ветра и снега по ходу. И здесь тоже, видите, перекопали и сделали насыпи, песчаные насыпи. Так, кажется, впереди видим первую полицию. Похоже на патрульную машину с мигалками. Ограничение 40. Неровности на дороге. Да, точно, написано полис. Да. А, машина стоит, а никого нет. Прикольно. Номера синие. Как у нас в Казахстане. Интересно, что вообще никого нет. Здесь ведь и уйти-то некуда особо. Это было очень странно.
Ну ладно, едем дальше. Есть дорожные знаки по левую сторону от водителя. Странно. На легковой машине дорога дается легче, а вот если ехать на Mercedes Sprinter, то больше 60 км в час очень сильно качает. Так что едем аккуратно, не спеша. Вдоль дороги есть вот такие парковки. Ну, что-то совсем скромно, если честно. Вокруг, можно сказать, что это степь и горы. Парковка просто нигде. Шоколад бар ма Қазақстан? Бар это? Здесь? Кто-то юрту перевозит, видите, в собранном виде. Деревянная, кстати говоря. И киизбен, причем, да, настоящий, походу. Так, видите, выглядит в сложном виде. О, видите, пирожки с картошкой и сосиской из Косагаш добрались до Монголии. Сколько едем, никаких полей, ничего такого не замечено, чтобы что-то выращивали. Только скот разводят. О, верблюды. Тут вот верблюды и юрта стоит. Как на остановке, да, машина? Еще один населенный пункт впереди. Или, может, добрались? Знаем же. Возможно. Следующий, наверное, Ульгей будет. Да? Куда, да? Ульгей. А, Ülke geldik. Жанары жүріп машина тұрды. Так, уже подъезжаем. Тут вот автостоянка. Ульги ход, он километр. Ульги. О, заехали на населенный пункт. Ульги Сити. Ой, сколько мусора здесь на въезде. Страшно. Ну, сразу скажу, сдалека видно, что город не зеленый. То есть с деревьями здесь проблемы. Видимо, не знаю, может на этой высоте деревья плохо растут. Или может быть подводных вод не так много. Но растут какие-то кустарники. Кусты есть. Небольшие такие, знаете, прям. И местами пробивается газон. Мелкая трава. О, Геленваген. Здесь с правой стороны вижу какую-то базу или зону отдыха. И на территории есть, кстати говоря, несколько деревьев. Значит, все же деревья растут. Может быть, есть в самом городе, где-то увидим, там, может, парки есть. А так, как бы, да, вот с первого взгляда, сдалека, не сказать, что город зеленый. Очень мало зелени. Здесь на въезде видно, что земли кусками кому-то принадлежат. Есть заборы. Местами вообще нет строений. Видимо, это мы заезжаем с новой части Ульги. Видим четырехэтажное здание, многоквартирное, но без окон. Вот здесь вот на въезде в Ульги что-то находится. Арку проезжаем. Камералар. Ульгей Сити деген өттік. Одан соң біраз уже ішіне кіріп кеттік. Пост. ішіне кіріп келе жатырмыз. Видим какой-то пост полиции. Пост полиция. Мешітті полицияда өттік. Мешіттің қасындамыз. Вот юрты. Мешіттің қасында тұрдық па? Едем к мечети. Вот здесь видно, что пытаются выращивать деревья, но они очень такие маленькими растут. Может быть, какие-то определенные только эти виды деревьев. Вот дома пошли уже побольше, там футбольное поле есть, а вот и мечеть, золотистые купола.
А тут четырехэтажное здание, оказывается, у него есть окна. Но это, видимо, не квартира. Посмотрел по часам, оказывается, от таможни до въезда в Ульги мы проехали за 1,5 часа. О, здесь, кстати говоря, нас встречает тоже вот белая Камри. Жоқ, Старлингті всегда қосамыз ғой, любой жерде. Жақсы. Все, Талғат айтты, не беспокойтесь деп. Уайымдап қоймаңдар. Это вредно, уайымдап қоймаңдар. Он передает, что уайымдауға это вредно. Отлично. Так, я так понимаю, походу Ауылдың ішінде қандай юртаға орналастырайын деп прям ауылға кірдік қой, да? Ну, как видите, дороги не везде асфальтированные. Такие интересные заборы, кстати говоря, некоторые из дерева, некоторые из таких вот кирпичей. И можно заметить, что очень мало растительности. И дорога, видите, такая, она больше песчаная, вперемешку с камнем. Значит, здесь такие земли. Очень, видимо, сложно вырастить деревья. Прикольно, здесь встречаются такие модели Toyota, которых я никогда не видел. Не, вон там какая-то вообще другая Toyota была. Маленькая. Обалдеть, просто выехали в никуда. Смотрите, какие просторы. О-о-о. Короче, мы не в центре, это точно, потому что центр вон там. Там я вот сейчас вижу, есть деревья где-то там в центре, есть высокоэтажные дома. Интересное такое расположение прям. О, қарандар, қандай киіз үйлерді. Юрта. Хочу ауылға. Вот и добрались. Осындай киіз үй. Юрта деревянная. Видите? Красота. Внутри все, вот видите, в коврах. Так. Кит, бисквит, банановый пирог, прикольно. Мерендинка. Короче, мы с ребятами решили жить здесь. Пацаны, короче, живут здесь, а девчонки в доме. Кран, қалай? Это вот Нуркожан тазысы. Это хозяин его Нуркожа, он приехал с ним из Астаны. Вот эта порода таза. Так, теперь давайте я вам покажу небольшую экскурсию к туалету здесь. Это ноу-хау для меня. Такого туалета не видел ранее. Смотрите, вот так он сделан. Обычно делают туалеты будку уже, да, вот такую деревянную, да. А здесь сделали вот так. Вот так туалет выглядит, видите? Туалет, а вот так сделали бумагу. Вот, и что самое интересное, видимость туалета, видите, вот так. То есть ты всех видишь, пока писаешь. Вот всех, кто ходит во дворе, и всех, кто ходит на улице. Тоже всех видишь. И что интересно, кстати, у соседей во дворе тоже есть юрта. Интересно, тут у всех во дворе юрта стоит. Нуркожа, как дела, Динма? Вот я о чем говорил, когда я там был. Видимость супер. Еще и там, на улице видимость просто тоже. За спиной тоже видимость просто. Вот такие коровы желтоватые. Выехали
Приехали немножко погулять, посмотреть центр города. Выехали на центральную улицу, по которой заехали в город. Здесь, по данным, что есть в интернете, проживает примерно 50 тысяч человек. А во всей области Баян-Өлгий проживает примерно 100-110 тысяч человек. А Корда той сарайы чисто надпись на казахском языке. О, еще одна мечеть. Вокруг мечети, кстати, побольше зелени, много прям. Заид мечеть. Это мектеп, оказывается, школа. Рядом находится мектеп, школа. Есть вот такие остановки. Пешеходные переходы. Какие-то нестандартные знаки. Кстати говоря, мы узнали, почему здесь много казахстанских номеров. Оказывается, здесь было вот какое-то большое мероприятие, 100 лет. Вот, и как бы в честь этого мероприятия многие приезжали из Казахстана. Вот Рар-центр, супермаркет. Здесь вот тоже какой-то центр. Алтын Шах. Ресторан, кофешоп. Появились фонари дорожного движения, тротуаров не видать. Направляемся в центр города. Лаура маркет. Монголия тур. О, еще одна мечеть. Ахерке маркет. Камысхана. NG центр и мечеть. Вот здесь супермаркет Ина. Такие вот строения новые идут, кирпичные. Аптека, автосервис. Еще одна мечеть. Ого, за последние 2 километра 4 мечети получается. Здесь вот АЗС есть. Еще АЗС, Ржан. Так, дизель 3340, 92 3000, 95 3850. 3850 это почти больше $1 за литр бензина. О, какой-то парк, набережная. А, здесь река есть, походу. Да, этот парк какой-то 90 лет написано. Real Car Wash. Автобусные остановки тоже. Чизек сатылыр. Навоз продают. Хазна. Петровис. АЗС. Хорс АЗС. 92-й 2800. Это, кажется, самый дешевый 92-й, пока что, который мы видели. Заря супермаркет. Еще один АЗС. Ржан. Здесь вот что-то строят двухэтажное. Так, сейчас, видимо, заезжаем на мост. О, смотрите, вот парк, зеленая зона. Там какой-то колокол есть. Вон, да, прям, да, река большая. Так, название реки Ховдголь. Ховдголь. Почти как РОВД, только Ховд. Вот корова тоже переходит через реку. Воды хватает, много видно. Здесь вот видно строится какой-то многоэтажный ЖК, жилой комплекс новый. Тут строительные рынки есть.
Машин стало уже намного больше. Оргил супермаркет. Строительные материалы. Сая центр супермаркет тоже. Гостиница Аул Хотел. Дугуй Засвар. Видимо, это шиномонтаж переводится. Дугуй Засвар. Бар Солонгос Селбек. И значок Hyundai стоит. Супермаркет. А вот и ЖК новый. А здесь довольно мало светофоров. Вот тоже есть деревья, видите? Тротуар появился. Камеры есть. Ну, еще один дом большой. Баян Слу. Product of Kazakhstan. Смотрите, Баян Слу, Product of Kazakhstan. Видимо, шоколадки Баян Слу продают. Эштелек. Мурат центр, Жигер. Аптека. Мурат центр. Вот тоже есть новые Land Cruiser, есть Lexus, есть. Орос мебель. Заман Орос. Солонгос оригиналь. Солонгос это походу запчасти, да? Hyundai идет тур. Хангай Автоселбек. Паб, супермаркет, караоке. Вот такие вот старые строения имеются тоже. О, светофор. Best. Айару фото. Монгол банк есть вон там вот. Голомб банк есть. iPhone, Samsung. О, смотрите. Это, видимо, центральная площадь. Красота. 57 кофе хаус. Здесь вот что-то строится. Тиз барекен, тиз. О, МГС Tower. МГС Tower. У меня тенечек парковка была. Время или энергия? Без разницы. Где тебе удобно? А много парковка ма? Ой, сау бол, энергия тұрайық. Жақсы жер екен. Вот территория площади. Өлги. Өлке ғой, өлке. Здесь еще есть Достук Хотел вон там. А это, видимо, какой-то бизнес-центр Достук. На 7-м этаже у него есть гостиница. Вот здесь, оказывается, вот в этом двухэтажном здании находится местная мэрия, акимат, как у нас говорят. Вот это прямо на площади получается. И оказывается, здесь отсюда недалеко от площади, буквально там до 10 километров находится местный аэропорт. Так что здесь площадь подпадает под территорию, ну, красную зону. Для полета нужна авторизация. Что еще? Узнали, что, оказывается, отсюда летают самолеты в Улан-Батор. Еще ребята рассказывают, что, возможно, в будущем будут еще полеты в Казахстан. То есть аэропорт действующий. В центре есть вот такой памятник. Памятник напоминает казаков. Видите, у него в руках шашка есть. А так это какой-то местный батор.
Вот это имя Батыр, я так понимаю. Здесь раньше, видимо, еще фонтан был, но сейчас не действующий, не работает. Зашли в местный супермаркет, смотрим цены, сравниваем, воду ищем, смотрим, что есть по продукции. О, султан есть, смотрите. Прикольно. Наши макароны. Ну и вот кеми вроде тоже, кажется, Казахстан делается, да без пармак кеспеси бар. Тоже султан есть. Много чего, кстати, есть из Казахстана. Стоимость мороженого 123 тенге, монгол морозкого. Монгольские тугрики. Asıl ең кішкентайын. 500 теңгеге тең ғой бәрі. Мынау қанша теңге сонда? Анау тугригің. 10 тугрик па? 700 теңге шығар. Жоқ, 700 емес. 7 теңге? Прикольно, смотрите, вода Туран здесь продается. Неожиданно. Вот это драм-театр, оказывается, такой, видите, кирпичный цвет здания. Вот. Выехали дальше, сказали, здесь есть какая-то смотровая точка, обязательно нужно заехать. А так, ребята поделились, что в основном все проводят время вечернее обычно вот на этой площади. Балбебек. Вот такие у вас тоже территории есть. Это, видимо, школа какая-то, что ли. Тафтай Морил. Эльбек Тойн. Интересно, что в монгольском алфавите есть буква В, как в казахском алфавите. Алтай Трейд Бест. Алтай Оргютоп. Асультоп. Хипермаркет, смарт супермаркет, Самбагарав. Кстати говоря, здесь есть сотовая связь, сказали 3-4 есть сотовые связи. Популярная вроде как Unity, сказали хорошо ловит. Еще поделились, что отсюда, прикиньте, до столицы Монголии, Улан-Батор, более 1000 километров. Можно добраться на самолете, это сказали будет стоить в одну сторону примерно 100 тысяч тенге. Также ездят автобусы, можно доехать за 20 тысяч тенге на автобусе. Вот надпись есть Казахтур. Здесь вот то, что тоже во дворе юрта стоит. Royal Pub караоке. Ханкрафт. Аргали Хотел. Diamond Center. Brands of Казахстан. Баян Сулу Бахус. Динар супермаркет. Заметили, кстати говоря, здесь очень много Toyota Prius. Прям очень много их. Такие вот дома есть, смотрите. Двухэтажные старые постройки. Узбек ресторан есть, вот, Жолдуз Узбек. Вот тут Дастарханға арналған Петровис. Вот новый ЖК строится. Мы снова вернулись на эту улицу, где было очень много машин, движения. Арбузы продаются. Снова вернулись на мост. О, как красиво, слушайте, смотрите, Походу, да. Lexus көп екен. Много Lexus. Көлі баған қойшы. О, Акмолинская область. Я же говорю, здесь столько казахстанских автомобилей, вообще просто иногда не понимаешь, где катаешься, называется. Потому что в Алматы тоже можно встретить номера из Монголии. Но не так много, как здесь казахстанских машин.
До сих пор удивляюсь ценам на топливо. Не думал, что так дорого. Вот. Осель супермаркет вот еще есть. Продают, кстати говоря, уголь еще. Газа, кстати, не заметили. Наверное, здесь данный, так скажем, регион не газифицирован. Также заметили, что на улицах вообще нет полицейских. То есть, что в пешем виде никого не видели, что полицейских машин тоже не видели. Только вот одну, которую по трассе, и все. Сейчас посоветовали нам местные ребята. Здесь есть какая-то смотровая площадка. Говорят, оттуда хорошо виден город. Едем посмотреть. Видите, если с основных улиц съезжаете, то здесь к домам уже асфальта нет. Но есть уличное освещение. Арамас çok. Кымызхана. Вон, да, вон, видимо, парковка там наверху. О, кладбище, смотрите. У подножия гор прям кладбище. Довольно интересные скалы, будто бы, знаете, их расплавило. Они вон те нормальные, а вот это будто бы его расплавило, знаете. Смотрите, здесь какая порода, видите, она такая острая прям, как поплавки. И камни вон. Вот, а смотрите, что там дальше творится. Прикольное природное явление. Вот здесь там даже вначале можно заметить, как все красиво смотрится. Необычно. Вид с этой горы на город вообще прикольно смотрится. Я говорю, смотрите, прям такое своеобразное место, красивое очень. Отсюда открывается кусочек на город. Так красиво смотрится, вообще шикарно. Вау, вот это виды открываются. Классно вообще. О, сейчас как раз будет работать мои слова: на каждой высоте своя красота. Смотрите, чуть позже поднялся, просто открывается вся долина. Смотрите, здесь есть сельхозугодья, а вот эта дорога, кажется, ведет к ресторану. Видите, вон там внизу, вон там машины поднимаются аккуратно. Вид на реку вообще просто шикарное место, шикарный просто вид, обалдеть. Горы, кстати говоря, похожи чем-то этот Тамгалатас, вот где-то река Или, вот такой, знаете. Вот, но немножко другой характер здесь совсем. Ну, вид потрясающий, просто город Ульги здесь прям как на ладони. Там какая-то фабрика, что ли, или завод стоит вон там. Круто. Здесь вот такая вот парковка. Парковка бесплатная. И вот такая вот лестница идет наверх. Посмотрим. Там тоже смотровая. Посмотрим, что есть. На мусорном баке написано «Кок салгыш». Здесь прям, можно сказать, два мира. Вот эта гора разделяет. Это вот новый, ну не новый, а основная часть города Ульги. А это вот новая часть города Ульги, видите. Очень мало зелени, дома простые, получается, спальные районы, можно сказать. Вот, сколько там зелени, да, сколько здесь. Обалдеть, шикарный вид со смотровой. Красота. Чего? Почему деньги? Здесь есть локация еще выше, можно подняться. Вот этот объект, оказывается, построили Китай и Монголия совместно.
И вправду, даже если отсюда смотреть, такое ощущение, ну как бы есть левый и правый берег. Это вот получается левый берег, это правый берег. Ну или наоборот. Прикольно, кто-то там на этом островке ночует. Палатку поставили. А рядом здесь вот такая вот автомобильная, не знаю, это свалка или разбор. Ну, кстати говоря, вот смотрите, попробуйте посчитать, сколько юрт в каждом дворе. Смотрите, да? Юрта, юрта, юрта. Обалдеть, будто бы, знаете, один дом и одна юрта стоит. Вообще прикольно. Так, а ближе к центру уже, смотрите, поменьше юрт, но тоже есть вон там. Но не так, как на окраине. А вот и аэропорт, видите, там вдали. И только когда вниз спустились, узнали, что здесь стоянка платная. Как у нас любят, говорят, в Казахстане. Везде шлагбаумы, везде все платно. Вот. Здесь тоже все платно. Ну, не все, конечно, а вот стоянка платная. Но в целом, как бы, стоит отдать должное, стоянка цементированная. Заметили, что здесь местные жители ездят без фар, оказывается. Видимо, здесь в Монголии можно. Видите, многие без фар катаются. Вот только что одна машина вообще без номеров проехала. Еще одну подметили, пока катались. Здесь очень много праворульных машин. Прям очень много. Леворульные тоже встречаются, но вот только что сидели, считали, реально праворульных много. 80%. Да, и при этом, кстати говоря, движение под левый руль. Үйге жетіп алдық. Сейчас вот решили немножко полоснуть автомобиль. Шеверси еще. Продолжай пить. На камеру не хочет пить. Әне Талғат кетті даланы аралап. Все, Талғат ушел гулять. Вот это... А қалай аталады? Бесбармақ. А, осы берілді ме не? Орамаға ұқсайды ғой деймін. Орама. Бешбармак вот так подается. Видите, орама за место теста получается. Видите, там картошка, внизу там морковь еще есть, а это сверху казы. Красота, прям запах такой исходит, вообще просто шикарный. Интересно, первый раз такую вижу подачу, вообще, чтобы и в виде орамы давали тесто, видите? Кажется, внутри орамы ничего нету. Обычно орама готовится у нас, например, в Алматы, как отдельное блюдо. Внутрь засовывается он, знаете, как длинные манты, что-то в этом роде. Уже қойдың құйрығына ұқсайды. Это похоже на этот. На этот, на баранину, то есть жир бараний. Қазір сүйегімен бірге қоямасын да? Сорап біткен соң? Сүйегін алмайтын болса? Бит бірден нақсып алып алды. Сен жаққа бара ма? Ая біздің жаққа қонуға барады. Сен қайда қойсыз? Менікі бөкен тұр жақта. Үшінші бақ. Наверное, называют бешбармақ деу керек. Мысалы, жапондықтарды суши, олар өздері ол сөзді білмейді да ғой? Олар О, приехали в такое место, здесь вот такая юрта мощная, красота тоже. Осында кешкі отырыс, вечерние посиделки. Бокал камыза, точнее кисе или чашка.
Небольшой отзыв по поводу кумыса. Интересно довольно вкус. Вначале чувствуется сладость. Такой, знаете, вот он сладкий. А потом, когда распробуете, такая кислинка приходит. Такая приятная, знаете. Ух. Сказали, что кумыс стоял недолго, но он не сегодняшний. То есть, может быть, вчерашний или позавчерашний. Вот такая вот красота. Очень вкусно. Кумыс, кстати говоря, если много выпить, то потом можно хорошо поспать. Также обычно говорят, что кумыс, который стоит долго, то в нем образуется довольно приличное количество, так скажем, что-то вроде алкоголя. Вот. То есть, не знаю, как это работает, но он немножко опьяняет. Вот, если много выпить. Также есть у людей, у кого есть непереносимость кумыса. Если вы много выпьете, то ваш желудок может этого не выдержать. Вот. Так что кумыс, говорят, либо нужно пить постепенно, то есть, и желательно не слишком охлажденным, то есть не очень холодным. Он должен быть такой чуть прохладнее комнатной температуры, а может быть даже лучше комнатная температура. Ну, по крайней мере, мне нравится, когда комнатная температура. Вот сейчас он идеальной температуры. Yeah, this very different. Which language is it? Is it Altai language? Altai language. Mongolian. Good man, good man. Aren't you comfortable outside to perform? I mean, our ancestors used to play music outside.
Пятиканатная юрта. Мә, жарық мощно прям. Бала тұр екен. Красота прям. Ана жұрма жетті. Фут вниз. To our countries, we started to write in Arabic
letters, started to speak Arabic words, Persian words, and since we are in the middle of this continent, we have to be friends with everyone, with Russians, with Chinese, with Persian, with Europeans, with Slavic people, with nomads, with everyone. There is no other way for us. You can be 100% purely nomad, 100% Tengris, shamanist, but we cannot. Би jump one question. Нэг асуултаас тавья те. Чингис хаан Монгол уу Казак уу? Answer. Experience. In my place, visited one man. He almost traveled at more than 110 countries in the world. So, like this time, my English was like I wanna say like a very bad, not like this. Yeah, I was like just beginner, and he come my place, and you know, like you can't expect he will be asked these kind of questions like from someone. Just like come and like after 2 minutes, he asked me like this. Okay, oh, do you know Chinggis Khan? Yeah, I said yes. I live in Mongolia. So. Сегодня взяли вот такую зубную пасту Mountain Salt 2080 Pure какой-то. Вроде корейская, кажется. Да, написано Сеул, Корея. Такая вот паста. Посмотрим, что за горная соль кристальная. Вот здесь я буду спать. Кстати говоря, кровать, она такая, знаете, пружинистая, полностью пружинистая. Может быть, кто-то помнит старый детский лагерь же есть же, и в детских лагерях всегда были такие кровати. Раньше вот, когда вот я ездил, и она, то есть, когда ложишься, и там посередине просто прогибается, там просто пружины вот такие, да, никакого матраса, ничего нету. Вот здесь вот такие кровати. В целом, вроде удобно спать, я положил под себя этот одеяло, будем отдыхать. Сегодня был очередной очень насыщенный день. Просто сногсшибательный день. Обалдеть. Я до сих пор не верю, что я в Монголии. Просто жизнь прекрасна. Готовимся ко сну, ложимся спать. А завтра нас ждет новый день. Всем приятного просмотра и спокойной ночи. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.